Приветствую всех, кто смотрит это видео. Мы находимся на променаде Эльдау Арт около стелы «Люблю Хургаду». Справа от меня два отеля, известные во многих странах немецкой сети Штайгенбергер Эльдау и Штайгенбергер Pure Lifestyle. Оба они на первой линии и у каждого собственный участок пляжа. А между этими участками есть еще один для гостей Штайгенбергер Аквамэджик. Сам Аквамэджик слева от меня на второй линии, через променад от пляжных отелей. Его мы и будем смотреть. Со стороны променада есть несколько входов в отель. Один из них прямо напротив стеллы, но воспользоваться этими входами с променада могут только уже заселившиеся гости, получившие браслеты. Основной подъезд и вход в холл к стойкам регистрации находятся с другой стороны отеля. Вот он. Отсюда, если пройти влево, то в 2 минутах ходьбы расположен музей древности Хургады, а если направо, то выйдете на променад, с которого начиналось видео. Идем заселяться. Браслеты гостям выдают сразу по приезде, даже если это утро, и не срезают при сдаче номера в день отъезда. Это, конечно, большой плюс для прилетевших утренними рейсами и улетающих вечером. Мы в главном здании Аквамэджик. Здесь стойки регистрации и лобби-бар, в котором по вечерам живая музыка. Этажом ниже основной ресторан. А на верхнем этаже с восточной стороны смотровая площадка в сторону моря и восхода солнца. И с западной стороны, напротив смотровой площадки, там же на верхнем этаже, а-ля карт ресторан Magic Sky с видом на закат и на взлетно-посадочные полосы местного аэропорта. Посещение этого ресторана по предварительной записи бесплатно. Территория отеля достаточно большая, состоит из нескольких локаций. Зелени здесь минимум, большая часть это бассейны, фонтаны, аквапарк и ленивая речка. Начнем с части, где расположены большие горки и подогреваемый бассейн с анимационными активити. Здесь проходят акваэробика, игры дартс и боча, степ-аэробика или другие танцевальные уроки. Кстати, горки с недавних пор тоже стали подогревать, хотя еще пару лет назад вода в них зимой была ледяная. А вот ленивая речка по-прежнему без подогрева. И в этой части отеля находятся два особенных жилых корпуса. 8 с комнатами стандарт-рум и 7 с комнатами супериор-рум. Это старые здания, когда-то бывшие отелем 3 звезды, одним из первых в Хургаде. Подробно расскажу о них в другом видео, потому что это совершенно отдельная история. Все остальные здания с номерами Deluxe и Suite относительно новые. Их построили специально для открытия Аквамэджик в 2014 году. Поднимемся на 5-й этаж 7-го корпуса. Здесь находятся спа-центр, салон красоты и тренажерный зал с панорамным видом на территорию отеля. И еще раз вернемся к большим аквагоркам. Рядом с ними находится бар с напитками и пакетированным мороженым. Забегая немного вперед, скажу, что мороженое есть еще в нескольких барах по территории, в том числе на пляже. Это не всегда очевидно, холодильник может стоять под барной стойкой, поэтому просто спрашивайте. Между горками и баром еще один а-ля карт ресторан, итальянский. В нем можно позавтракать и пообедать без предварительной записи, а также поужинать по предварительной записи. Кроме того, это единственный ресторан в отеле, где накрывают поздний завтрак с 10:30 до 12 дня. Это как раз кадры с позднего завтрака. Спросила работников, что за бутылки шампанского выставлены. Они посовещались и решили, что оно включено в стоимость. При том, что в других локациях шампанское только за доплату. В этой же части отеля на крыше жилого корпуса 6 зона только для взрослых с баром и бассейнами. Поплавать здесь не получится, воды по колено. Можно заказать кальян. Переходим к другой, центральной части отеля. Здесь несколько бассейнов,
аквапарк для малышей, детский клуб, игровая площадка, восточный а-ля карт ресторан и отсюда выход на променад, через который быстрее всего пройти к морю. Узнаете место? Здесь мы начинали обзор. К выходу еще вернемся, когда пойдем на пляж. А пока что посмотрим детский аквапарк в виде корабля. Зимой в этом бассейне греют воду, но находится корабль между вторым и четвертым жилыми корпусами. При этом второй корпус с западной стороны достаточно рано дает тень, и уже после обеда становится некомфортно прохладно. Как видите, многие лежаки пустые, а зонты закрыты. Соответственно, если делить день на море и аквапарк, то лучше с утра в аквапарк, а после обеда на море. Сразу за кораблем детская игровая площадка и мини-клуб. Среди всех активити выделим кулинарные классы по приготовлению пиццы и рисование на футболках, причем без доплат. У нас этих футболок целая коллекция, так как были в Aquamagic много раз. А это третий бесплатный а-ля карт ресторан с восточной кухней, расположен рядом с кораблем-аквапарком. Чтобы в нем поужинать, нужна предварительная запись, без доплат. И это единственный ресторан в отеле, где накрывают поздний ужин с 22:30 до полуночи для всех гостей и без предварительной записи. Кадры, которые вы видите, как раз с позднего ужина. Идем дальше. В следующей части отеля начинается зона вечерних развлечений. Игровые автоматы, детские машинки на прокат, приставки Xbox. Все это не входит в стоимость концепции «все включено», только за доплату. Здесь же сувенирные лавки. Цены, конечно, дороже, чем если выйти из отеля и прогуляться в сторону супермаркета Carrefour. Более подробно о том, что есть за пределами отеля в пешей доступности, покажем в следующем видео. В этой же части отеля сцена, на которой проходит детская дискотека и шоу-программы. А вот дальше, слева от сцены, малозаметный проход в еще одну локацию, к нескольким платным а-ля карт ресторанам, а также к залу с бильярдными столами и настольным футболом. Что из этого платно, а что бесплатно, уточняйте во время заселения, так как концепция может меняться. И далее, пройдя бильярдный зал, попадаем в ночной клуб Elements, куда открыт вход как гостям отеля бесплатно, так и посетителям с улицы платно. Клуб пользуется популярностью, бывают очень даже шумные вечеринки, но сейчас еще не время дискотеки. Мы идем на ужин в основной ресторан. Посмотрите, какая красивая вечерняя подсветка в отеле, под стать названию Aquamagic. Каждый день недели разная тематика меню, но скажу вам честно, так как в этом отеле мы были около 10 раз, разница больше коснется ярких декораций, чем разнообразия и вкуса блюд. Это мы и раньше понимали, что питание в Aquamagic не самая сильная сторона отеля, а теперь уж тем более после посещения новых резортов, таких как Serenity Skyark, Jazz Elite Asteria, Xanadu Club. О вкусах спорить не будем, выбор блюд в любом случае есть. Плюс 3 бесплатных а-ля карт ресторана. Особенно рекомендую из них Magic Sky на крыше. Обязательно запишитесь. В основном ресторане нам больше всего понравился восточный ужин. Он проходил по субботам и назывался Ориенталь. Это и логично, что египтяне лучше всего готовят собственную местную кухню, а не европейскую или тем более азиатскую. Малахея, махши, кебаб, баба-гануш, хумус и, конечно, много-много восточных сладостей. Все это в сопровождении живой музыки. Это детский уголок. Понравилось новшество в основном ресторане. Это буфет с бургерами, пончиками и салатами в одноразовых контейнерах, которые можно взять с собой на вынос, например, если уезжаете на экскурсию. Такие буфеты бывают на круизных лайнерах для тех, кто уходит гулять в портах. После ужина можно провести время в холле, где играет живая музыка, и буквально несколько слов о напитках. К
Крепкий алкоголь местного производства и самый дешевый в пластиковых бутылках. Пиво разливное или в банках. Импортный алкоголь есть, но только за доплату. Записаться в а-ля карт можно либо у Guest Relation, либо самостоятельно вот на таком экране. Находится он между лобби-баром и стойками регистрации. Здесь как бесплатные, так и платные рестораны, в том числе индийский и тайский. При заселении дают купоны со скидкой на обслуживание в платных а-ля карт. И еще одно приятное новшество в основном ресторане – это стильная озелененная веранда. Не обратила внимания, работает ли она в вечернее время, но на завтрак и обед самое то. Есть как высокие, так и обычные столы. Одно замечание по поводу завтрака в Aqua Magic. По-моему, это последний отель из дорогих, где соки фреш за доплату. И, наконец, идем на пляж. Кого пугает вторая линия, не надо бояться. В больших отелях на первой линии, например, Ксанаду Макади, идти от основных жилых корпусов до пляжа не меньше. Итак, выходим на променад. Никаких оживленных автотрасс здесь нет. Дорога для автомобилей с односторонним движением и к тому же застелена булыжником. Машин почти нет, а те, которые есть, не смогут разогнаться при всем желании. Далее, после входа в пляжные отели Эльдау и Pure Lifestyle, дорога к морю проходит вдоль садов и гольф-полей. Можно пойти пешком или доехать на гольф-карах, которые постоянно курсируют туда-обратно. Для ожидающих гольф-кар одна лавочка под навесом, другая почему-то под солнцем, хотя навеса два. Пляж для 3 отелей фактически общий, то есть море общее, а берег разделен на участки. Гости Aqua Magic не могут занимать лежаки на участках для гостей Эльдау или тем более Pure Lifestyle. В каждой из 3 частей пляжа собственное кафе на берегу с фастфудом, мороженым и напитками. Гулять по территории Эльдау можно. Играть в пляжный волейбол или посещать другие анимационные активити можно, пользоваться их барами и кафе нельзя. На участке пляжа Aqua Magic лежаки деревянные с матрасами, а зонты как передвижные тряпичные, так и стационарные деревянные. Есть заслонки от ветра и красные флажки, как просьба не беспокоить продавцов спа и экскурсий. Полотенца не нужно нести с собой со второй линии, их выдают на пляже. Вход в море не везде песчаный, могут попадаться камни и мертвые кораллы, лучше иметь специальную обувь. Или заходите по песку со стороны участка пляжа Эльдау. На мой вкус как раз лучший вход примерно на границе между Эльдау и Aqua Magic, вдоль троса с буйками. Там же находится аквацентр, где можно бесплатно взять катамаран или каноэ по предварительной записи. В следующем видео расскажу про тот самый особенный 8-й корпус, о котором упомянула в начале, где бойница вместо окон, хозяйственные помещения и мастерские на первом этаже и часть стандартных номеров зарешечена. А также прогуляемся по территории Эльдау и покажем всю инфраструктуру рядом с отелями Штайгенбергер: супермаркеты, кафе, магазин duty free, аптеки, консульство и так далее. Подпишись, чтобы не пропустить.